Здравствуйте, дорогие друзья, коллеги! В этом видео мы с вами свяжем еще один фасон кардиган шалевым воротником. Воротник наш будет с резинкой 2 на 2. На моем канале есть мастер-класс вязания кардигана шалевым воротником, только там воротник мы вяжем с платочной вязкой. Вот видите, друзья, шалка с резинкой 2 на 2 тоже получается такой привлекательной, роскошной. Думаю, вам понравится. Здесь тоже, друзья, вязание начинаем с воротника. Когда мы вязали воротник с платочной вязкой, тогда мы начинали вязание в центральной линии воротника. А здесь мы начинаем вязание с наружного края воротника. И как закончим воротник, непосредственно переходим к вязанию тела кардигана. И здесь тоже вязание наше получается без единого шва. Здесь применила классический реглан. Если хотите, можно применить другие виды реглана. Реглан-погон, смешанный реглан. Здесь тоже можете выбирать ширину воротника по своему желанию. Еще можно здесь тоже выбирать глубину выреза перед горловиной. И еще здесь вот видите однотельную планку. По ходу вязания мы здесь образуем планки. Друзья, я постараюсь простым путем объяснять, как делать расчеты, и на этом образце покажу подробно все ходы вязания. Пойдемте вязать. Друзья, как принято, вязание мы начинаем с выбором пряжи и, соответственно, к этой пряже с выбором номер спицы. Вяжем образец, образуем плотность вязания по ширине, плотность вязания по длине, и потом сделаем замеры и расчеты. Конечно, на эти первоначальные этапы я не буду останавливаться. Все вы прекрасно знаете. Мы с вами рассмотрим основные моменты вязания верхней части кардигана. Это которые мы начинаем в первом этапе замерами и расчетами, созданием схемы вязания. А на втором этапе, друзья, мы будем оформлять воротник. А на третьем этапе вязания, друзья, мы с вами подробно рассмотрим оформление после воротника остальные части кардигана. Это спинка, рукава, передние полочки. Оформляем треугольный вырез горловины по переду, и оформляем регланные линии, и оформляем обязательно планки для застегивания. Все эти три этапа, друзья, мы с вами рассмотрим подробно и теоретически,
И я вам подробно буду показать на практике. Друзья, нам необходимо будет два вида замера. Первый вид – это мы измеряем окружности шеи. Для этого часто мы выбираем прилегающую форму горловины. Если хотите более свободно прилегающую, тогда измерите более свободно к шею. Второй вид замера – это плюс окружности шеи, глубина выреза горловины попереду. Мы выбираем по желанию, какой именно глубины выреза вы хотите. И после этих замеров, друзья, мы приступим к расчетам. В моем случае первый замер равен 42 сантиметра, второй замер 62 сантиметра. Чтобы начать вязание, нам пока необходимо будет второй замер. 62 сантиметра, друзья, мы будем превратить в петли. Для этого 62 умножаем на плотность вязания по ширине. В моем случае это 2 петли. И у нас получится 124 петли. И здесь обратите внимание, друзья, есть одно нюанс, чтобы вот эта полученная цифра должно делиться ровно на 4, чтобы у вас здесь получилась округленная цифра. Если вдруг у вас не получится, тогда вы на эту цифру, которая у вас здесь получилась, добавите петли или убавите петли. Именно найдете такую цифру, чтобы она ровно делилась на 4. В моем случае ровно делится на 4. Это у меня будет 31. И поэтому я могу принять вот эту цифру. Вот эта цифра никакое значение не имеет. Мы просто узнаем, что это округленная цифра получается или получается с хвостиком. Чтобы, несмотря этого, мы будем здесь выбирать эту цифру. Теперь, друзья, чтобы начать вязание воротника, на эту цифру будем добавлять 4 петли. Почему? Потому что мы воротник вяжем с резинкой 2 на 2. Где-то 4 петли, 2 петли будут лицевые петли, чтобы для симметрии, а 2 петли будет по одной кромочной петли. Поэтому нам придется добавлять 4 петли. И всего у нас здесь будет 128 петель. Воротник начинаем именно набирая 128 петель. Вязание начинаем с наружного края воротника и вяжем до такой высоты, которая нам нужна для ширины планки. Вот здесь взяли вот столько-то сантиметров высоты. Это нам потом продолжится на эту сторону шириной планки. Поэтому, друзья, здесь будем вязать до такой высоты, которую вы планируете для ширины планки. В моем случае эта ширина будет 5 сантиметров, поэтому я здесь буду провязывать до 5 сантиметров высоты воротника с разворотными рядами. А набираем петли для воротника обычным простым способом. Здесь я вам скажу один нюанс, друзья. Когда мы начинаем набор петель, применяем номер спицы на одну больше от спицы, которую планируем вязать кардиган. Например, я планирую вязать кардиган со спицей номером 3, а здесь
набор петель я начинаю со спицы номером 4 и набираем 128 петель. Вот, друзья, набрали 128 петель. Теперь начнем вязать резинку 2 на 2. Первая петля будет кромочная, берем на спицу не провязывая. Начинаем вязать 2 лицевые петли. Потом 2 изнаночные. 2 лицевые. Вот таким образом мы будем вязать резинку, чередуя 2 лицевые, 2 изнаночные. И в конце ряда у нас заканчивается резинка с 2 лицевыми петлями. И последняя петля у нас будет кромочная, которую мы вяжем изнаночной петлей. Пока 2-3 ряда вяжем со спицей номером 4. А потом мы будем менять на свою планируемую спицу на 3. Вот, друзья, связали воротник высотой 5 сантиметров. Вот эта сторона у нас лицевая сторона воротника. На правой руке стороне кончик нити, который мы начинали вязание. Эту лицевую сторону мы отмечаем на всякий случай, потом, чтобы не путать. Теперь знаем, где наша отметка. Это у нас лицевая сторона воротника, а это изнаночная сторона воротника. Теперь, друзья, мы будем убавлять петли с края воротника, каждый раз по 2 петли, и вяжем укороченными рядами. Значит, начинаем вязание, также вяжем резинку 2 на 2, доходим до этого конца, не считая кромочная, не доходя 2 петли, разворачиваемся и пойдем вязание на изнаночной стороне. Доходим до этого конца на изнаночной стороне, здесь тоже не добавляя кромочную петлю, оставим 2 петли не провязанной и поворачиваем нашу работу. Опять на лицевой стороне вяжем резинку, доходим до этого края, опять здесь оставляем следующую 2 петли. Петли у нас будет 2 изнаночные. Разворачиваемся. И вот таким образом, друзья, каждым разом с краю мы будем не довязывать по 2 петли с обеих сторон, будем разворачивать нашу работу укороченными рядами, будем вязать наш воротник. И каждым разом, когда мы здесь не довяжем 2 петли и разворачиваемся, мы здесь образуем петли 2 ножки. Как это делаем, я вам сейчас на практике покажу. Вот здесь оставляем 3 петли, 1 петля будет кромочная, 2 лицевые петли. Разворачиваем нашу работу. Первую петлю берем на спицу, не провязывая, и протянем нить, образуем вот такую 2 ножки. Таким образом оставим и продолжим наше вязание. Вот здесь тоже оставляем 2 петли, а это 3-я петля у нас последняя петля кромочная, и поворачиваем нашу работу. Первую петлю протянем нить и образуем петли 2 ножки. Продолжим наше вязание. Дошли до края. Вот эта петля кромочная. 2 петли в прошлый раз, которые мы оставили.
2 петли изнаночные, которая одна из них на 2 ножках, чтобы не путайте. Это у нас считается 1 петля и еще 1 петля. Эти 2 петли мы оставляем и поворачиваем нашу работу. Образуем петли 2 ножки и продолжим вязание. Когда 2 петли провяжем, поставим маркировку, чтобы в следующий раз, когда сюда доходим, могли разворачиваться оттуда. Здесь вот 2 петли оставляем в следующий раз и сразу разворачиваемся, когда доходим до красной маркировки. И продолжим наше вязание. Дошли до петли 2 ножки, которые в прошлый раз мы вот образовали. И 2 петли не провязываем и поворачиваем нашу работу. Первую петлю берем, не провязывая, протянем нить, образуем петли 2 ножки. 2 петли провязывали, оставим здесь маркировку и продолжим наше вязание. Дошли до маркировки, разворачиваемся. Маркировку пока убираем. Первую петлю берем на спицу, не провязывая. Образуем петли 2 ножки. Провяжем еще 1 петлю и поставим маркировку. И продолжим наше вязание. Значит, вяжем до красной маркировки на этого края. И здесь тоже разворачиваемся. Убираем красную маркировку. Первую петлю берем на спицу, не провязывая, образуем 2 ножки. Провяжем 1 петлю, поставим красную маркировку. И вот таким образом, друзья, воспользуемся маркировкой, чтобы не путать, где вы находимся, чтобы разворачиваться правильно. И будем провязывать ширину воротника до желаемого размера. Вот, друзья, закончили воротник. И воротник у нас имеет вот такую форму. И вот этот край у нас будет наружный край воротника, а этот край внутренний край воротника. И когда мы закончили воротник, в середине остались 66 петель, а в наклоне по бокам по 31 петель. Сейчас мы находимся вот здесь. Теперь, друзья, мы будем вязать на лицевой стороне по рисунку резинку 2 на 2. И вяжем до конца ряда. И здесь, знаете, после этой красной маркировки у нас будут петли 2 ножки. Я вам покажу, как мы вяжем эти петли.